Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим желе из красной смородины с сахаром. Получается оно очень вкусным, ярким, а самое главное, в нем сохраняются все витамины, потому что это желе не нужно варить. Я предложу вам два рецепта приготовления. Они немного отличаются друг от друга по способу приготовления и по внешнему виду готового желе, но одинаково вкусные и полезные. Желе из красной смородины – отличная заготовка на зиму. В смородине содержится больше всего пектина, поэтому никакие дополнительные загустители я не использую. Так что досмотрите видео до конца, чтобы выбрать тот рецепт, который больше подходит вам. Ну а чтобы не потерять его, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. Конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится красная смородина и сахар. Смородины у меня килограмм 200 грамм, из нее у меня получилось 800 грамм готового пюре. Сахар я беру 1 к 1 к весу пюре, то есть тоже 800 грамм. Если смородина у вас кислая, то можно взять сахара 1 к 1,5. Смородину я помыла и просушила. Теперь очищу ее от веточек. Половину ягод я всыпаю в блендер и измельчу. Затем эту массу нужно протереть через сито. Вот что у меня получилось. Жмых остался, а вот такой получается сок. Он не прозрачный, потому что когда смородина измельчается в блендере, сок получается с мякотью. Вторую часть смородины я пересыплю в сотейник и немного помну при помощи толкушки для пюре. Затем поставлю сотейник на плиту и совсем чуть-чуть нагрею. Ни в коем случае не кипячу и не перегреваю сильно. Просто при нагреве ягода лучше отдает сок. Затем еще немного подавлю. Вот видите, я свободно могу держать руку на сотейнике, мне не горячо. Дальше перетру массу через сито и отделю жмых. Сейчас сок получился более прозрачным. Для сравнения покажу две получившиеся массы. Они немного отличаются по цвету. Первая более плотная, так как в ней присутствует мякоть, а вторая более прозрачная. Готового ягодного пюре у меня получилось по 400 грамм каждого вида. Следовательно, сахара мне нужно тоже по 400 грамм для каждого вида пюре. Конечно, количество сахара зависит от того, насколько смородина кислая и от того, насколько вы любите сладкое. Сахар всегда можно добавить по своему вкусу. Отмеряю и размешиваю. Можно дать массе постоять минут 10-15, пока весь сахар не растворится. А можно поставить в микроволновку и прогреть буквально 1,5 минуты, и тогда сахар очень быстро разойдется. Ну вот, желе готово. Пока оно еще жидкое, но через некоторое время оно начнет густеть. Предварительно я простерилизовала баночки, разолью по ним готовое желе и дам ему загустеть. Оставлю его на ночь. Желе провело в холодильнике ночь. Давайте сравним. Желе из смородины, измельченное в блендере, больше похоже на джем, потому что оно с мякотью. У него не такая плотная консистенция. А второе прозрачное, оно хорошо застыло. По внешнему виду это настоящее желе. На вкус разницы нет, они одинаково вкусные, ароматные, яркие. Мне больше нравится второй вариант, а вы выбирайте свой, но обязательно приготовьте. Ну и не забывайте следить за нашими выпусками. И, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.